Друзья, в сегодняшнем видосе покажу, как с помощью технического анализа уровней можно сделать вот такие прекрасные результаты, как у меня сейчас на экране. Без лишних слов, желаю всем приятного просмотра, поехали. Так, друзья, самый полный курс по уровням, который вы только сможете найти на просторах YouTube. Сегодня все будет в этом видосе. Первую сделку открываю, конечно же, лонг, и сразу смотрите, на что мы обращаем внимание. Цена зажата вот в таком диапазоне. Коридорчик. Это очевидно, это видно невооруженным взглядом. Подмечаем границы этого коридора, то есть после каждого касания идут откаты, идут отскоки, и цена возвращается обратно в диапазон. Можно условно разделить это все на две половины, тоже невооруженным взглядом это видно. Сейчас график находится как раз на вот такой условной центровой линии, которую стремится пробить. Rate of Change показывает нам рост, и это только добавляет шансов, что у меня тут технические неполадки. Да, цена отскакивает прекрасно, сделку я открывал на 2 минуты, сами понимаете, чтобы цена успела отработать. Вот, Rate of Change показывает нам рост. Цена будет стремиться к следующему уровню, возможно, уйдет в коррекцию. Я сегодня буду торговать с перекрытиями, 2 перекрытия максимум, и далее буду начинать с первого плеча. Далее, возможно, да, вот такие вот движения, но давайте посмотрим, что происходит на этой валютной паре у нас в TradingView. Проще будет, если я ее вобью. Out, CAD. Открываем. TradingView тоже можете использовать. Здесь более понятный, приятный интерфейс. И если вы сторонник теории заговора, что Pocket Option подкручивает нам сделки, то можете не переживать. На TradingView все честно. Вот. Две условные границы этого боковика. Цена ушла уже вверх, видите. Есть пересечения, есть отскоки, касаний множество. То есть это придумал не я, это рынок, и он работает так всегда. После этого пробои, пробои, пробои. После пробития, да, пробои идут к верхней границе. Далее уже движения не так нам важны. Будут коррекции однозначно, но главное забрать то, что есть сейчас на рынке. Да, $455 приклеивается к моему балансу, прекрасно. Давайте сменю время экспирации на минуту. Хочется забрать здесь еще одну сделку. Я думаю, что какое-то время цена будет торговаться еще около верхней границы этого боковика, поэтому открою еще один лонг, но на минуту. Потому что сейчас начнется, скорее всего, заборчик. На минуту вот открываю эту сделку. Сейчас начнется, скорее всего, заборчик. И, возможно, вот, допустим, смотрите, такой, как буду все наглядно показывать, чтобы всем все стало ясно. Заборчик, я имею в виду, может начаться вот такой. То есть проторговка у верхнего уровня. Как вот здесь, вот здесь. Поэтому после красной свечи одну зеленую мы забираем. Если нет, то перекрываемся. Все очень просто. Вот. Такие движения можете отрабатывать. Их немного на графиках, но если набраться терпения, как вы знаете, вполне все может быть у вас прекрасно. 19 секунд, пока не так все однозначно, но волатильность хорошая, rate of change пока еще растет. Давайте условно горизонтальную линию тоже добавлю, чтобы вы понимали все, о чем я вам говорю. Вот. Теперь этот даже уровень для нас становится уровнем поддержки, вернее для цены. Вполне себе возможно и вероятно, что цена от него отскочит. Все, сделка в плюсе, $910 с этой валютной пары я уже забрал. Цена после закрытия продолжила расти. В принципе, супер. Может было открываться на 2 минуты, но, говорю, мог начаться заборчик. И все. Поэтому еще раз. Определяем уровни обязательно. Их видно невооруженным взглядом. Отсюда отскоки. Дальше, возможно, потом снизу зайдем вверх. Или пробой. Это все будет уже видно по ситуации. Главное, забираем ликвидность, которую есть сейчас. Забираем ее и зарабатываем, друзья. Найду новую валютную пару. Покажу вам сегодня еще больше ситуаций, своего анализа. Побольше пообщаемся. Думаю, видео получится интересно. Поехали. Смотрите, вот евро, британский фунт. Я не хочу на ней открываться. Визуально мне она доставляет какой-то дискомфорт. Цена только что пробила уровень. Огромная ликвидность зашла в рынок. То есть огромной зеленой свечой все это проколото. Дальше случился откат. Rate of change уперся. Но на графике мы не видим больше никаких уровней, от которых цена может начать что-то делать, что-то отрабатывать. Поэтому просто меняем валютную пару и ищем что-то более интересное. Здесь у нас что? Британский фунт, канадский доллар. Давайте на час зайдем. Ну, тоже.
Локальный максимум, проторговка, rate of change это в нуле, заборы какие-то непонятные. Согласитесь, неприятно торговать. Ничего страшного, ищем что-то другое, друзья. Множество вариантов, множество примеров. Вот эта ситуация мне нравится гораздо больше. Цена подходит к максимуму своему предыдущему. Давайте откроемся. Нет, на 2 минуты все-таки откроюсь. На 2 минуты, не буду на 3. 3 слишком много для этой ситуации. Сейчас свеча закроется, дальше начнется коррекция. Я верю в коррекцию. Если нет, то у нас будет еще множество уровней, от которых мы потом сможем открыть перекрытие. Уровень явный, я его не придумываю. Видите, он совпадает с графиком. Множество точек соприкосновения, согласитесь, везде они есть. Даже вообще это просто бомба. Rate of change, кстати, снижается. Давайте на дневной график зайдем. Здесь что у нас? Ну, в рамках дня тоже безумное количество прям точных касаний. И по теням, и по телам. Этот уровень себя точно заберет. Смотрите. Ничего не придумываю. Вот она линия. Вот четкая. Ну, можно сказать, граница. Да? Множество точек касания от них. То есть цена набирает ликвидность, растет, ликвидность снижается, уходит в коррекцию, и таких ситуаций множество. Сейчас на подходе, посмотрите, акцентированного движения, пробоя не будет, будет снижение. Потому что уровень сильный уровень, он исторически важный для этой цены. После таких двух огромных зеленых свечей цена не пробьет его сразу. Как минимум в рамках минуты, 2 минут мы заберем свою коррекцию. Потом возможно, но это мы увидим сейчас, как будут развиваться события. То есть все происходит вживую при вас. Давайте посмотрим еще, что с этим графиком происходит на TradingView. Так, да. Угу. Канадский доллар, швейцарский франк. Ну, то же самое. Говорю, вот, если вы не верите, заходите. Тем более, что тренд, смотрите, вот, для нас открывается TradingView более длинные масштабы в нескольких днях, то мы четко видим, что цена у нас находится в нисходящем движении. Но открываться в лонг здесь глупо было бы, просто как бы согласитесь. Тем более точки 2 касания, да, железобетонная сделка, которую мы сейчас с вами заберем и, возможно, еще откроем здесь позицию. А возможно нет, возможно что-то еще более интересное. Давайте на уровень посмотрим. Ну да, сделка в плюсе. Вот, смотрите, такие движения и нужно забирать с рынка. Такие движения нужно забирать. Закрылась бы в минус, удвоил, открылся бы еще раз. Минус, перехожу на другую валютную пару, еще новый уровень, отторговываю его. Все. Rate of change нам прекрасно показывает уровень, насколько цена готова. Смотрите, сменю график, здесь может начаться сейчас такая же история на самом деле. Поэтому торговать ее нет смысла. Потом, возможно, уже снижение, дальнейшее снижение, но это вопрос. Все, нахожу что-то еще более интересное и продолжаем. Так, смотрите, евро, швейцарский франк. $500, 2 минуты, я думаю, это то, что нам нужно. Объясню логику. Цена находится на уровне. Вот такой. Я коридор выделю для себя. У нас есть два варианта развития событий. Либо она сейчас доходит до следующего уровня и спускается, либо она сразу начинает свою коррекцию. Два варианта. Первый вариант и второй вариант. Мне нравится больше второй вариант. Свечи активные, ликвидность большая. Предыдущая стадия роста с 17-16 по графику была шикарная. Rate of change вверху. Я ставлю на то, что цена дойдет до следующего уровня сопротивления, затем развернется, начнет коррекцию. Вот. Если нет, я просто перекроюсь. Добавлю эту валютную пару в избранное и просто подожду вот буквально 2 минуты. Давайте проверим эту валютную пару здесь. Что она нам скажет на более больших масштабах. Евро, швейцарский франк. Локально нисходящее движение цены, но уровней, согласитесь, безумное множество. И вот все эти уровни можно забирать в рамках одного дня. Если посмотреть на историю, то согласитесь, движений множество. И цена на данный момент, да, она сейчас находится в нисходящем движении, но, как я и сказал, либо это будет здесь и вниз, либо это будет чуть выше и тоже вниз. Я за то, что это будет чуть выше. Но у нас есть возможность всегда перекрыться, друзья. Поэтому никогда не тушуемся, работаем спокойно.
Строим предположение. У нас хороший баланс, у меня хороший баланс. И цель на сегодня сделать десяточку. Показать, как с $5000 можно сделать плюс 5 чисто по уровню, анализируя их. В самом рынке заложено безумно множество информации, которую нужно просто уметь правильно забирать. Правильно распознавать, правильно забирать. Если что, сейчас прям сразу вписываю перекрытие, открываюсь по тренду на коррекцию. Вот если она сейчас начнется, как я сказал, я просто открою сделку в шорт на минуту, на 2 минуты, что коррекция начнется. Рынок в нисходящем движении. Ну давай. Да, есть. Сами все видели. Просто $450 забираем и сразу на 2 минуты. Пробоя не случилось. Сразу на 2 минуты спокойно захожу в рынок. Давайте еще раз. Почему именно так? Из-за чего именно так? Rate of change теперь у нас изменил направление, начинает снижаться. Все, ликвидность падает, волатильность падает, спрос падает. Почему вообще рынок так движется? Почему рынок так движется? Потому что когда есть спрос, когда спрос превышает предложение, цена начинает снижаться. Когда предложение превышает спрос, цена начинает расти. Это главный закон рынка, который вы должны усвоить. Не думайте про макроэкономические какие-то моменты, про новостной фон. Думайте только про это. Расценивайте рынок, биржу, как рынок, вернее, вот так. Если сегодня много людей, которые продают картошку, картошка будет по низкой цене. Ее начнут скупать. Как только ее скупят всю, она станет дороже, и ее начнут продавать те, кто ее купил. Еще одна сделка шорт, просто пока жду, на минуту зайду, объясню вам почему. Тоже боковичок, прекраснейший боковичок. Последняя нижняя тень. Уровни везде подтягиваются. Последняя нижняя тень, ее нельзя игнорировать. Это шикарная возможность для того, чтобы заработать. Смотрите, какая она огромная. На таком растущем. После касания. Здесь и здесь. Вот, понимаете, да, о чем я говорю? На минутку вполне себе до верхнего уровня, еще касание, а потом снижение. Если нет, друзья, спокойно. Дожидаемся касания нижнего уровня и перекрываемся. Вообще легко. Хочется выжать сегодня из рынка максимум. Прекрасная свеча, прекрасная свеча. Из предыдущей сделки, кстати, тоже у нас все неплохо. Давайте, ладно, дождемся уже эту. 4, 3, 2, 1. Да, супер. Еще $400 забрали с этой пары. И с той пары тоже забрали денежку. Прекрасно, прекрасно. То, что нам нужно. Немножко передохну, выдохну. Хороший профит на балансе и продолжим. Евро, австралийский доллар. Мне очень нравятся такие ситуации. Я никогда их не упускаю из виду. $500 лонг. Давайте покажу, что сегодня вообще мы имеем, кстати. Первые 3 сделки были пристрелочные, минусы, тут же я перекрылся. И вот с 17:35 это все то, что вы видите. Все то, что я открыл при вас в лайве. Ничего не придумываю, вы все сами видите, все сами знаете. Почему именно лонг, друзья? Объясню. Цена не дура. Она всегда ищет уровень. Вернее, даже люди не дураки. Хотя относительно. Ну, в общем, всегда мы все ищем более легкий путь. Поэтому логичнее всего привести цену к уровню, а дальше она уже отскочит. Ну, либо пробьет. То есть в данный момент я рассматриваю этот график как движение вот в таком ценовом диапазоне. С отскоками от нижней границы, от верхней границы. Возможно, будет пробой вверх, возможно, будет пробой вниз. Но мне это не так интересно. Мне интересно сейчас, чтобы цена достигла своего уровня. К тому же rate of change расходится у нас вверх. Прекрасный плюс, $415. О, друзья, ничего не придумываю, все максимально понятно, просто давайте еще раз. Закрытые сделки за сегодня, $3000 на балансе уже. Можете посчитать, сейчас 51 минута, начал в 35 эту сессию. Давайте чуть поднимем время экспирации, я не уверен, насколько будет хорошо двигаться цена. И на вот этом откате, да, то, что нужно. Сделка в шорт. Ребят, ну, график ведет себя так, как и должен вести. Опять же, давайте просто банальный пример.
Горизонтальная линия, то, о чем я говорил, именно этот уровень. Касание, ну четкое, ну куда еще ярче это касание может быть? Идеальное. Касание, сразу пошел отскок, коррекция, возврат границы. Закреплю эту линию, пусть она служит для вас наглядным примером, то есть от чего мы отталкиваемся. Давайте еще раз. Даже вот отсюда проведу я его. Вот этот самый диапазон нас сейчас он так интересует. От него движение вниз, коррекционное. Ликвидность собрана. Следующий коридор, вот он. К нему мы тоже можем прийти. Вполне себе вероятно. Если сейчас цена его пробьет вверх, то потом она откатится назад. И вот здесь я заберу уже свое перекрытие. Открылся на 3 минуты, как раз чтобы цена, возможно, немножко проторговалась около уровня верхнего. И затем отскочила. На всякий случай сразу пиши сумму перекрытия 1100. Мне этого с 83% хватит сполна. И давайте также чекнем эту валютную пару на TradingView. Euro out. Не забывайте пользоваться TradingView, он показывает все равно больше информации, больше истории. Ну и да, друзья, наиболее оптимальный вариант для этого графика это, конечно, снижение. Есть множество ключевых уровней, которые тоже цена сразу пробить, скорее всего, не может. Нужно будет набраться силы. А так, в целом, приятнейше. То есть, цените просто на истории, да, ну сколько было прекрасных, классных вариантов, которые можно было забирать. Вот так можно даже выставить. Ну, вот так, да. Ну все, касание миллионы больше. Везде есть касание. Все на уровнях строится. Здесь небольшим пробоем, но все равно был возврат. Ну и здесь мы сейчас с вами как раз тоже будем снижаться. Вот. Друзья, побольше анализа. Если вам нравится такой формат видосов, то пишите в комменты. Фух, прекрасно вообще. Еще одно касание было этой линии и уже акцентированное снижение. Если вам нравятся такие видосы, такой формат, пишите в комментах, буду делать больше. Именно живой торговля. Такая торговля, кстати, проводится в телеграм-канале в моем каждый день с понедельника по пятницу. И по воскресеньям еще открытые торговые сессии. Не верите, переходите, подписывайтесь, смотрите, пишите мне в личку, все расскажу, все покажу, ничего не скрываю, никакую статистику. Вот сейчас решил сделать больше лайв-формата, больше живого контента, чтобы все видели, как на самом деле происходит торговля. Еще раз говорю, если вам нравится такой формат, то поддержите лайкосом, подпишитесь на канал, будет больше. Закрываем эту сделку. 8,475 на балансе. Ну, не знаю, дождаться ли мне касания. Давайте, если я дождусь, я вернусь на связь и покажу это. Но пока вот все, что мы сделали сегодня. Охерительная серия плюсов, да? Согласитесь. Давайте что-то еще интересненькое найду. Другой какой-нибудь примерчик и продолжим. Прикольную ситуацию нашел на снижающемся графике. Поторгуем чуть против. Цена снижается, но уровень прекрасный. Вот он. Множество касаний у этого уровня с ценой. Точек соприкосновения, реакций. Последние столбцы показывают, что волатильность немножко снижается. Вот, как раз при касании. Давайте, ладно, 2 минуты, не будем сильно затягивать. Коррекция не будет такая основательная при нисходящем тренде. И сделка лонг. Лонг, друзья. Будем ждать кратковременного возвращения отката от этого ключевого уровня. Он хороший, согласитесь, на TradingView видели. И далее вот уже будем ждать захода цены в этот коридорчик. И, возможно, что-то здесь мы еще заберем. Но везде на подходе к этому уровню вот они касания, вот они касания. Видите, большие нижние тени. То есть реакция есть, реакция должна быть. 2 минуты именно для того, чтобы просто не затягивать. За минуту может быть прокол, какой-то там танец. Вот. Следующий уровень, на котором я тоже могу перекрыться, находится здесь. Если так, то это минутное будет перекрытие. Цена спустится, и на минуту мы перекроемся вверх. Также. Вот. Первый вариант, который сейчас открыл. И второй вариант, друзья. Вот здесь. Все.
есть с этим понятно, да? Просто ищем уровни ключевые, готовим несколько перекрытий, не спешим. Единственное, да, что rate of change немного снижается, но это в условиях того, что, опять же, смотрите, последние 5 свечей с проливным движением. Это единственное, что меня смущает. Поэтому в перспективе цена зайдет, да, в него, в этот коридор, но в рамках минуты оставшейся должна отскочить. Угу. Реакция пошла. Вот, друзья, я обязательно хочу рекомендовать всем записывать свои сделки. Это очень важно. Сейчас у меня уже с опытом работы 6 лет, с опытом торговли 6 лет, глаз поднабит. Я понимаю, что происходит, где и когда происходит. Мне это делать можно, но не обязательно. Если вы только начали торговать, то строго обязательно ведем дневник трейдера. Записываем всю работу над ошибками. Блин. Окей. Верхняя тень. Rate of change сразу начинает реагировать на такие малейшие изменения. Наставлю 2 минуты. Нет. Давайте до 3. Еще одна сделка. Еще одна сделка лонг. Мне нравится этот разворот. Я думаю, что может начаться сейчас проторговочка. Rate of change очень активно реагирует на такое кратковременное изменение. Теперь смотрите, вот этот же уровень с закреплением для нас становится уровнем поддержки. Возможно, будет проторговка, но в конечном итоге это будет выход. Нет, цена пока не готова еще снижаться. Какое-то время она поторгуется. Поторгуется в этом коридорчике. Вот, друзья, еще раз. Прекрасная серия плюсов. Не хотелось бы, конечно, ее сбивать. Начал в 35 минут. Сейчас 58 минут. Это я говорю о том, что уровней на самом деле на графиках всегда очень много. Ситуаций, которые вы можете отработать, тоже много. Просто нужно не спешить и с холодной головой подходить к анализу. Пока все идет, в принципе, в целом неплохо, мне нравится. Уровень 17.40 с нижними тенями тоже может притягивать эту цену. Очень хорошо, очень хорошо. Единственное, что я не учел, это 6 часов. Сейчас может выйти какая-то новость. Обычно новости публикуются в 6 часов по Москве. Это она и есть. Теперь, конечно, с ценой будет все достаточно весело. Ребят, не забывайте про 6 часов. 6 часов Москва. Заговорился. И теперь, видите, попал в такую ситуацию непростую. Она может еще компенсировать к концу минуты. Это будет везение, если сделка закроется в плюс. Ну и наглядный пример, как делать не стоит для вас. Вот бы. Да, видите, 2-минутной экспирации здесь бы не хватило. Очень хорошо, что чуйка подсказала мне поставить именно 3 минуты. С 2-минутной я бы точно закрылся в минус, а вот с 3-минутной экспирацией есть еще шансы. Фух, 9385 плюс 4385 баксов за 28 минут торговли, друзья. Жестко. Ладно, потом посчитаю, сколько плюсов. Сейчас сделаю небольшую передышечку. Надо добить до десятки сегодняшнюю сессию. Так, евро, японская иена. В принципе, все наглядно понятно. 2 минуты, не буду затягивать. 2 минуты хватит, чтобы отскочить в цене.
Ключевые уровни вы видите. Все и так понятно. Давайте уточним. Окей. Прорисую вот все максимально детально, чтобы вы забрали супер большую пользу с этого видоса. Уровень. Согласны? Согласны. Я думаю, что да. Следующую зону можем выделить здесь. Проторговка в боковике, пробой, хорошее акцентированное пробойное движение. Коридор был здесь, следующий. Сейчас цена его пробила вверх. Чуть-чуть, да? То есть вот такие вот движения планомерные. Затем резкое, подход к уровню. Логичнее всего что? Логичнее всего снижение. После касания логичнее всего снижение. Сейчас давайте более детально. Логичнее всего снижение, да? Да. Либо второй вариант. Всегда строим второй вариант. Следующий уровень, к которому также может идти и стремиться цена. Если она доходит до него, то отталкивается. И мы забираем там прибыль с перекрытием. Первая цель здесь. И вторая цель здесь. Суть вы поняли. Первая цель здесь, вторая цель здесь. Все, друзья. Реакция пошла. Секунд, 76%. Интересно, я вот не посчитал, хватит ли мне, чтобы добить до десятки. Rate of Change реагирует, все шикарно, 7-6 секунд. Я думаю, да, что эта сделка гарантированно закрывается у нас плюсом. 45 баксов. Блин, гребаный 76%. Почему я... Я учел уровень, но я не посмотрел прям точно на процент выплаты. Ребят, ну сделок зеленых красиво, да? По пунктам все шикарно. Ну, здесь видели сквиз. Хорошее закрытие, хорошее закрытие. Ну, то есть, да, в целом меня радует сегодняшняя динамика. Теперь меня волнует вопрос. Стоит ли открыть еще одну сделку или остановиться на такой шикарной серии? Вот это дергание меня начинает заставлять... Давайте. Нам нужно $70, чтобы закрыться в плюс. Минута. Больше я не буду ждать, и это лонг. Я хочу оттолкнуться от уровня, предыдущего уровня сопротивления, да, то есть цена всегда движется ступенчато. Последние 3 красные свечи. У последней красной свечи большая тень. Rate of Change растет на снижающемся графике. Растет. И теперь смотрите, вот этот вот уровень меня интересует. Этот уровень меня интересует. Не хочу превращать это все в казино. Крайняя сделка. Как не закроется, в любом случае завершаю сессию. Вот $70 не так жалко потерять, но не хотелось бы, конечно, портить статистику по такой зелени. Но хороший же был уровень. Вот она реакция. Вот она, родная. То, что нужно. Прекрасно. Да, друзья. Да. 10 тысяч $8 на балансе. Просто на уровнях. Вот это все сделано на уровнях, на ваших глазах. Без склеек, без монтажа, без чего-то. Чистая торговля, моя живая торговля. Такие торговые сессии я люблю. Такие мне нравятся. Можете посчитать, сколько плюсов, но чистая прибыль за это время с 35 минут. То есть я потратил на торговую сессию 33 минуты. $5000. Чистая прибыль. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Если формат сегодняшнего видео вам нравится, обязательно пишите об этом в комментариях. Буду снимать для вас еще больше живой и
прямой от меня торговли. Вам советую не забывать про уровни, побольше их использовать. Как видели сегодня, я сменил не одну валютную пару, и на каких-то торговать было нельзя, там не было ничего интересного. На каких-то ситуации появлялись, они появлялись прямо при вас. Вот. Статистика говорит также сама за себя, поэтому делайте выводы и изучайте технический анализ. Желаю вам только удачи. Еще раз спасибо за просмотр. Буду благодарен любой вашей активности под этим видео. С вами прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Всем пока.